Всем доброго времени суток, давно мы с вами не виделись, давно ничего не снимал, да потому что, по сути, нечего было снимать. Покатушки, все как обычно, тем более я сейчас не катаюсь уже прям по всем странам, катаюсь вблизи Польши и часто езжу как бы домой. Но об этом всем потом. Сегодня я нахожусь во Франции, разгрузка у меня завтра утром, ну, буквально здесь недалеко, 20 километров. Все вы помните, что во Франции спать нельзя в машинах, только в отелях. Но и тут-то, не тут-то было. А сплю я сегодня в частном доме. Как так получилось? В принципе, и не важно, как так получилось. Я вам хочу показать, как живут французы в пригороде. Какие у них дома, ну и все такое, в общем. И какие у меня сегодня будут апартаменты. Все, конечно, снять не смогу, потому что во дворе сидит хозяин дома со всей своей семьей. Тут еще приехала его дочка, я так понимаю, зять, там, брат и все такое. В доме есть два входа. Мы с вами зайдем со второго. Но это вам тоже все покажу. Ну что ж, погнали. Заперся своим немаленьким самоходом прямо к людям во двор. И как раз за ним находится летняя площадка, где они все сидят, всей семьей. Вот их все автомобили. Не очень хочу там снимать, потому что, ну, как бы не все любят камеру. Я пока объясню, что я снимаю, зачем, почему. Это будет очень долго. Тем более у нас языковой барьер, так скажем. Они не говорят по-английски, а я по-французски только знаю сержи де сержи и мерси и там и бонжур. Ну, все. Весь мой уровень французского. Давайте смотреть, что тут есть. Итак, друзья, двор просто огромный, просто огромный. Везде стоят какие-то лежаки, стульчики, качеля, такие зоны отдыха. Там что-то, я еще не знаю что. Возможно, чуть позже пойду посмотрю. Может, у них там есть выход к ставку какому-то. Это сарайчик, возможно, у них даже есть свой огород. Сейчас пойдем посмотрим, что тут еще у них есть. В общем, вот там вот они все сидят. И там, кстати, с той стороны основной вход в дом. У них даже настольный теннис есть. Они мне уже предлагали поиграть. А здесь, как мне объяснил хозяин, живет либо брат его, либо дочка. Очень даже неплохо. Такой палисадничек. Ну, вот можете видеть, стульчики, всякие зоны отдыха. О, ящерка. Он мне изначально спрашивал, где типа я хочу сегодня остаться, либо здесь, либо в доме. Я сказал, мне абсолютно все равно, но лучше бы, наверное, сказал здесь, да, здесь такая лаунж-зона, можно даже было провести этот, скажите мне, прямой эфир. Вот такая огромная сосна, ага, здесь еще подсветочка есть, значит вечером здесь будет очень красиво. Опять же таки стульчики, скамеечка, очень много таких вот беседных зон по всему дому, по всему двору, точнее. Пожалуйста, еще одно местечко для приятной беседы, так скажем. А вот этот второй вход, о котором я вам говорил. Но это вход необычный. А вот, кстати, вот еще одна зона. Это с той стороны находится основной вход в дом, а с этой стороны туалет для инвалидов оборудован. И через него как бы еще вход в дом. Идемте, я вам покажу. Вот такой туалет с выходом во двор. Будете тут делами своими заниматься, будет к вам ломиться с двух сторон. Вот такая вот кухонька, друзья. Все симпатичненько, красивенько, уютненько. Второй выход во двор. Вот это тот самый основной вход, за который я вам говорил. Вот такой зал. Тоже для отдыха. Очень много всего. О, кстати, вот такие ленты. Я искал такие в Польше, чтобы домой тоже купить, не нашел. Ну скажите, ну, огонь, да? Знаете, на что это похоже, как в каком-то фильме ужасов, когда ты вот едешь с компанией
в какой-то загородный дом. Ну, конец там, конечно, печальный. Надеюсь, у меня ничего такого не будет. Меня там не порежут, не замаринуют по банкам 3-литровым. Ну ладно, это я уже гоню. В общем, идемте смотреть, что дальше. А вот, друзья, лестница, так скажем, в мои покои. Где же я буду сегодня жить? Дом такой, скажем, не первой свежести, но очень интересный. Вот там чьи-то покои есть. Здесь тоже маленькая комнатка. Они мне предлагали сначала ее, но я от нее отказался. Ну, не такая уж она уже маленькая, так скажем. А вон, кстати, все хозяева сидят. Идем дальше. Очень много всяких книг. Все на французском языке, все мне непонятно. Поэтому библиотека не для нас, явно. Очень много всего, очень. Мне кажется даже, наверное, что они какие-то там преподаватели или... А может, просто собирают, любят читать. Так, друзья, это местный трон, так скажем. Туалет. Маленький, правда, но ничего. Лучше, чем кусты. Так, это ванная комната. Душ, все дела. Вполне даже неплохо. Ну, в принципе, как и во всех обычных отелях, так скажем. Туалетный столик, сушка. Всем привет. Ага, там окно во двор. Я думал сначала, что это окно с моей комнаты, это окно во двор. Ну, а теперь самое главное, моя комната. Проходим, не стесняешься. Чувствуете себя как дома. Запашок такой затхлый. Свет, конечно, не очень, но сойдет. О, кстати, здесь можно сделать вот так вот. Сейчас. Опа. О, так же ж лучше, да? Панорамная крыша. У меня будет звездное небо сегодня. Так, здесь у нас что? Это шкаф. Да. Что такое, знаете, вот прям напоминает мне какой-то американский фильм ужасов. Маленькие окна, чтоб не смылся. Говорят, открывать не стоит, потому что налетят комары, мухи и все такое, будет мне некомфортно спать. Ну а так здесь немножко душновато. Ну потому что крыша, сейчас солнце нагревает, надеюсь, вечером будет попрохладней. Будем посмотреть, как говорится. Ну а сейчас, друзья, давайте я вам расскажу, где же я пропал, почему я ничего не снимаю. Хотя и много сообщений получил, где видео, где все. По сути, нечего снимать. Катаюсь, как и катался, катаюсь теперь урезанно. Вокруг Польши, далеко не езжу. И часто стараюсь съезжать домой. Почему так? Все вы помните, что я купил себе автомобиль Шкода Фелиция, да, за который я снимал. В дальнейшем, кстати, напишите в комментариях, хотите ли вы обзор на эту машину, чтобы я рассказал, и сравнил ее с еще одной Шкодой, которую я купил. Да, я купил вторую Шкоду, девочки, с которой я живу, с которой я вас скоро познакомлю. Я ее сейчас уламываю, конечно, чтобы сняться у меня хоть в одном видео, а она стеснительная, как бы, и камера там все, ну, как, в принципе, и вы все, я вам так скажу. Ну, не все, ладно, но большая половина. В общем, месяц назад она меня отвозила на работу, вот, рано утром, и на обратном пути она попала в ДТП. Она въехала в автомобиль Mazda. Этому автомобилю еще не было года. Разбила фару левую, погнула немножко крыло. Вот то крыло, которое мне не нравилось, о котором я вам говорил.
А, кстати, ее тогда оштрафовали, насколько, я не помню. Ну, там что сумма была большая, 1200 злотых за то, что она совершила ДТП. И плюс дали ей 6 баллов штрафных. А еще, в общем, 6 баллов, и ее лишат водительского удостоверения. В общем, кое-как порешали. Хорошо, что я застраховал автомобиль. Кстати, по поводу страховки вам еще, если вам интересно, я вам расскажу весь процесс оформления, все подводные камни, которые могут вас постигнуть при покупке автомобиля в Польше. Тоже напишите об этом в комментариях. В комментариях, хотите ли вы об этом узнать. Там очень интересные есть моменты по оформлению. В общем, приехала бэушная фара, и она поставила ее сама, потому что ездить надо было, а ездить без фары, даже если стекло лопнуло, а фара работает, ездить все равно нельзя, только эвакуатор. Эвакуатор мы не вызывали, а там шеф там помог, он там отвлекал полицию, а я тем временем быстро прошмыгнул домой. После я уехал на работу, отъездил 2 недели, по-моему, или 3, точно не помню. Приехал, поехал по делам во Вроцлав, и на обратном пути я не доехал домой 7 километров. Поймал на дороге оленя. Той же стороной, что она ударила Мазду, той же стороной я поймал оленя. Повреждения, конечно, были намного серьезнее. Вот вам небольшие вставочки, как оно там все было. Кое-как я доехал, радиатор пробитый, вентилятор там обо что-то цеплялся. Короче, пол машины расхерачено, бампер привязал. Знаете, чем я его привязал? Вот это вот резиновая прокладка под стеклом фары, которая, кто знает, в старых машинах еще, даже в Жигулях, в девятках, по-моему, в девятках, в восьмерках такие вот были ободки резиновые под стеклом фары. С этим ободком я привязал бампер. В общем, поехал домой. Доехал домой. И стал вопрос, ремонтировать машину, либо же продавать ее, либо же в утиль сдавать. Потому что машина, если вы помните, копеечная, там, 1000 злотых. Ремонт там довольно-таки дорогой был бы, если бы сдавать на СТО. Но не так все просто. В Польше все СТО прошенные, просто капец. Чтобы заехать элементарно колодки поменять, надо записываться заранее, и там, короче, целый геморрой. Не с моей работой, не с моей профессией. Потому что я там буквально пару дней в Польше, потом уезжаю снова на работу. Кто этим будет заниматься? В общем, машина постояла. Я через 2 дня буквально уехал обратно на работу. И уже через сайт Allegro я заказывал запчасти. Соответственно, конечно же, бэушные. Нашел практически все. Фару я сразу взял, радиатор купил новый. И бампер тоже нашел бэушный в цвет машины, тоже с этими противотуманки там в подарок пошли. Бампер это самое дорогое, что было, там что 300, с доставкой вместе вышло что-то 300 с чем-то злотых. Фара 40 злотых, радиатор 140 злотых. Вот это все, что мне вышло. Все, что... И я не нашел еще крыло. Вот. Левое крыло. В общем, это все ехало ко мне ровно столько, сколько я был в очередном рейсе, так скажем. Ну и когда я приехал домой, я это все установил на место. Но в промежутке этого всего я купил еще одну Фелицию, такую же самую по цвету. В принципе, все такое же самое, только помните, я вам когда рассказывал про эту машину, я говорил, что есть двигатель 1.3, чисто шкодовский, а есть то, что у меня, 1.6, это от Volkswagen Golf 3. Так вот, эта Фелиция, которую я купил, вторую, она на двигателе 1.3, только инжекторном. Очень интересная машина. Всего 2 хозяина, один в Германии был, и 10 лет ее владели поляки. Отдали мне машину на литье на дисках, то есть там летняя резина новая, и на железках зимняя резина новая. То есть вообще все шикарно. Она мне даже больше понравилась, чем моя. Ну, состоянием внешним. Хотя по двигателю моя мощнее будет. Ну и все, вот таким образом у меня появилось 2 машины. Если вы, повторюсь снова, если вы хотите обзор на эти машины, чтобы я про них рассказал, нюансы, с чем я столкнулся, с какими проблемами мне пришлось столкнуться по документам, и на какие бабки я попал из этих документов, пишите в комментариях, обязательно сниму по этому поводу видос.
И еще в дальнейшем я хочу уходить от темы бусов. Да и снимать, в принципе, уже нечего. Я вам уже показал все, что только можно было показать. Вот. А так в дальнейшем топтаться на месте, разгрузки-загрузки, неинтересно. Вот. По странам, по островам я уже не катаюсь. Дальше, чем вот Франция, Италия, я не езжу. Но Германию снимать не вижу смысла, там вообще ничего интересного нет. Как я всегда говорю, это закатанный в бетон город. Страна, точнее, а не город. В принципе, все, друзья. Все, что я хотел вам сегодня рассказать. В общем, по всем темам, которые я вам озвучил, пишите свои комментарии. А я буду отдыхать. Завтра тяжелый рабочий день. Все. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. И напоследок, друзья, доброе утро. 6 утра. Я собираюсь на работу. И тут меня ждут такие небольшие приятности. Завтрак лично для меня. Свежий кофе. Какие-то вкусности. Сок. Уровень. До встречи в новых видео. Пока-пока.